В жизни всякое бывает. То света нет, то духовки. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. 2 года назад я делилась с вами рецептом хлеба на сковороде. У вас возникли вопросы и сомнения. Решили повторить. Посмотрите, какой красавчик. Сразу, друзья, и начну. 300 мл теплой воды. Очень важно, чтобы вода была теплой. Сюда 15 граммов живых дрожжей. Можно заменить сухими, тогда понадобится граммов 5. Разминаю. И растворяю. Дрожжи должны хорошо раствориться. Это пока в сторонку. Беру муку. У меня здесь 450 граммов просеянной муки. Большую часть отправляю в миску. Каждый раз уходит разное количество муки. Зависит от сорта, конечно же. Вот так вот. В муку всыпаю чайную ложечку соли, столовую ложку сахара с горкой. Сладко не будет, поверьте, все в самый раз. Перемешиваю. Можно добавить еще какие-то специи, травки, семечки льна, ну все что угодно. Вкусно совсем. Мы уже все перепробовали. Ну что, начинаю вливать воду в муку и замешивать тесто. Тут все как всегда. Я это сначала делаю с помощью ложки. Еще немножко муки добавляю. Постепенно. Тесто должно получиться липким и тягучим. Сейчас хозяюшке все покажу. А чтобы его хорошо вымесить, на руку наливаю примерно 1 столовую ложку растительного масла. Убираю и начинаю вымешивать. Посмотрите, какое тесто. Оно прямо живое. Да, липкое, тягучее, не совсем... Оно приятное, оно тепленькое, нежное, воздушное. Месим его 2-3 минутки. Немножко растягиваем, чтобы клейковина расходилась. Хлебушек получится мягкий, пористый и пушистый. Накрываю полотенцем и оставляю на 1 час в теплом месте. Пусть подойдет. Оп. Посмотрите, как через час поднялся будущий хлеб. Ой, класс, да? Руки смазываю растительным маслом, чтобы тесто не липло. Вот так вот. Обминаю, выпускаю воздух. Все. Берем сковороду. У меня та же, друзья, что и была 2 года назад. Старенькая уже. И все же хорошо работает. Сковороду нужно смазать растительным маслом. Совсем чуть-чуть. Бока тоже смазываем. Беру тесто. Ох, посмотрите, какое оно красивое. И выкладываю в сковороду. Распределяю тесто по дну. Более-менее равномерно. Даже если и не слишком это получится, не страшно. Дрожжевое тесто ведет себя потом прекрасно. Найдет свое место. Вот, ты правильно сказал. Дрожжевое тесто найдет свое место. Совершенно верно, Сережка. Оно найдет свое место. Вот такую вот лепешечку сделала я. Тесто ставлю снова в теплое место, просто на плиту. Прикрою крышкой и оставлю на 15 минут. Пусть еще отдохнет. Через 15 минут, когда хлеб, посмотрите, немножко поднялся, беру и зажигаю огонь. Делаю вот такой вот минимальный нагрев на своей газовой плите. И 20 минут даже не подхожу. Посмотрите, что произошло через 20 минут. Оп! Ух ты! Кухня, Сережка, кухня! Хлеб хорошо поднялся. По бокам видно уже такой матовый цвет. И сейчас его нужно перевернуть. Я для этого беру кусок пергамента, кладу на хлеб, крышку меньшим диаметром или тарелку можно, сверху и переворачиваю. Опа! Посмотрите, какой красивый хлеб. Класс. Как и в прошлый раз. А вы сказали мне некоторые, что я его испекла в духовке. Все. Опускаю снова хлеб с пергаментом в сковороду. Снова накрываю крышкой. И допекаю еще 10 минут. Второй раз быстрее. Без 20. Все. Время от времени протираю конденсат на крышке, чтобы вода не скапывала в хлеб. Проверяю. Звук глухой. Хлеб хорошо пропекся. Накрываю крышкой и выключаю нагрев. Остужаю хлеб на решетке. Смотрите, какой красавчик. И это все в обычной сковороде, хозяюшки. Что же у нас там в серединке? Ой, корочка хрустящая. О, посмотрите, какая красота. Мягкий, пористый мякиш. Поверьте, это очень вкусно,
Просто и быстро. Ну, отрезай мне кусочек. С радостью. Я думаю, такой хлебушек заслуживает лайка. И я же попробую. Ой, класс, хрустящая корочка. Всем приятного аппетита! Мгм.